Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала, а также случайно заглянувшие ко мне на огонек. Я рада вас приветствовать. Рада, что вы интересуетесь темой Таро, темой предсказаний и тем, чего можно ожидать от карт, как можно какие-то события предугадать, что-то возможно изменить, зная как-то обстоятельства возможных вариаций развития событий. Сегодня я хотела бы рассмотреть такую тему, чего ожидать в ближайшее время. Это онлайн-гадание, онлайн-прогноз. И он активен с того момента, когда вы его включаете. Вы для себя сами можете определить сроки, неделя, 2, месяц. Слишком много не загадывайте, слишком большой промежуток времени, потому что у событий есть свойство меняться в процессе наших каждодневных каких-то действий, мыслей, поступков и так далее. Мы сами меняем свою судьбу. Поэтому вот такая вот сегодня у меня всплыла тема, чего ожидать в ближайшее время. Сейчас очень неопределенность большая в мире у многих. Многие сталкиваются с тем, что неизвестно, чего ждать завтра, какие еще могут ввести ограничения и так далее в нашем теперешнем положении. Поэтому вот такую рассмотрим тему. Я хотела сделать 3 варианта. Вот будет 3 камушка. Можете для себя выбрать один из загаданных вариантов, как вам удобнее, интуитивно, по камушкам или по числам 1, 2 и 3. Или можете прослушать несколько вариантов. Возможно, в каком-то из 3 будет какая-то полезная для вас информация, созвучная с вами, которая бы могла как-то вас натолкнуть на какие-то, может быть, полезные мысли или действия. Итак, я сначала положу для каждого варианта карту сигнификатор. Первое, что мы посмотрим, это работа. Сфера работы. Пока кладу по одной карте. Сфера финансов. Потом мы будем в процессе дополнять. Личная жизнь. Новые встречи, новые знакомства. Какая вероятность? Отдых, поездки. И совет от карт. Итак, можно выбирать для себя 1, 2, 3. Любой вариант можете поставить на паузу, если вам нужно расслабиться, чтобы интуитивно прочувствовать свой вариант. Поставьте на паузу и загадывайте свой вариант. Итак, я думаю, что достаточно времени. Эти карты я пока отложу в стороночку. И мы начнем смотреть, что же может быть в сфере работы. Карта работы.
Для первого варианта выпадает в сфере работы карта активной трудовой деятельности, оттачивания своего мастерства. Очень хорошая карта. Карта успешной работы в содружестве с кем-то, во взаимодействии с кем-то. Здесь участвуют люди, коллектив, которые могут работать над общим проектом, над каким-то общим делом, которые хорошо знают каждый свои функции, каждый знает свою определенную область выполняемой работы, направление. И вместе здесь люди очень хорошо справляются со своей работой, повышают свой уровень в процессе. Кто-то здесь может еще обучаться чему-то новому, повышая уровень своего мастерства, свою квалификацию, получать какой-то новый опыт. Кто-то может где-то еще дополнительно обучаться чему-то. Какие-то, может, курсы проходить, практики какие-то обучающие. Очень хорошая карта. Работа у вас будет. Те, кто выбрали первый вариант, здесь работа будет приносить хороший, стабильный доход, работа, которая развивается, которая... Но здесь вы будете работать не одни, а скорее всего будете в связке с кем-то. Посмотрим, что же может ожидать еще в сфере работы. Что может ожидать? Здесь могут быть люди в сфере работы, с кем вы будете в связке, люди из вашего какого-то окружения, возможно, прошлого. Это могут быть ваши... У вас может быть просто работа в связке с людьми, которых вы знали очень давно. Это могут быть друзья детства, одноклассники, однокурсники. Это могут быть ваши возлюбленные, уже бывшие, с которыми вы могли расстаться. И вас снова может объединить работа. Или вы можете работать уже с такими людьми, которых очень давно знаете, очень хорошо знаете, с которыми вам очень комфортно, душевно и тепло. Еще что может ожидать в сфере работы? И вместе у вас может быть хороший тандем. Обучающие курсы возможны. Паж мечей в сфере работы – это поиск новых путей, поиск новой информации, новых путей достижения результата, повышения уровня своего мастерства, квалификации, обучения, сбор новой информации, новых каких-то новшеств. Как-то вы будете стараться повысить свои возможности за счет какой-то новой информации. Скорее всего, можете еще чему-то обучаться. Что еще может быть в сфере работы у тех, кто выбрал первый вариант? Король Пентаклей перевернутый. Может быть какая-то нестабильность или траты. Траты могут быть, скорее всего, это вложение денег в работу, в обучение, в самосовершенствование, в повышение своих возможностей, своей квалификации и так далее. Еще что вам стоит ожидать в сфере работы? Король мечей. Да, здесь вы будете на своем месте при своем троне. Здесь, скорее всего, что либо у вас какая-то может быть компания, в которой вы тоже работаете, и есть люди, которые могут работать на вас. Или вы можете, это может быть ваш личный бизнес, или вы можете быть где-то занимать высокий пост, какую-то высокую должность и руководить коллективом. И среди этого коллектива могут быть люди, давно вам знакомые, которых вы давно знаете.
Это могут быть вот такие люди из прошлого вашего, люди, которым вы доверяете. Вот такие здесь могут быть моменты. И у вас будет очень активная деятельность в сфере работы. Работы будет много, король жезлов. И вы очень хорошо с ней будете справляться, потому что король жезлов — это такой трудоголик, человек, который хорошо знает, как навести порядок в сфере работы, как вести руководящий процесс. Он строго и тщательно отбирает кадры на работу, сам может быть женатым на работе или замужем на работе. Здесь, если король, не обязательно, что это для мужчин информация. Здесь и женщины иногда бывают такими бизнес-леди, очень с такой железной хваткой. Женщины, девушки, которые очень хорошо умеют вести какой-то бизнес или занимать руководящие должности. Здесь все отлично. В сфере работы будет и работа, и обучение, и повышение уровня мастерства, профессионализма. Очень хорошие здесь, в принципе, карты. Теперь посмотрим сферу финансов. Финансы. Двойка жезлов. Двойка жезлов здесь говорит о том, что вы будете выбирать между двумя направлениями. Те, кто выбрал первый вариант, здесь возможность выбора. То есть какой-то результат будет достигнут, и дальше нужно будет выбирать, какому же направлению отдать предпочтение. Что еще в сфере финансов может быть? Девятка пентаклей перевернутая. Пятерка жезлов перевернутая. В сфере финансов. В сфере финансов у вас могут быть какие-то сомнения, переживания по поводу вложений, по поводу каких-то трат. Будете стараться всеми силами удержать свои приоритетные позиции. Позиции ваши будут в приоритете по отношению к другим. А вы будете здесь очень в сфере финансов достаточно жестко, уверенно отстаивать свои границы, отстаивать свою сферу влияния. Здесь, может быть, даже будете отстаивать конкурентоспособность свою, конкурировать. Пятерка мечей перевернутая, да, для того, чтобы отвоевать, как говорят, место под солнцем в сфере финансов. Здесь будут какой-то напряг здесь все-таки может быть, потому что и здесь карта борьбы. Это или борьба с самим собой, но скорее всего с тем, чтобы не было лишних трат, чтобы как-то скорректировать правильно направление вложения финансов. Могут быть какие-то трения, и вы будете непоколебимы. В принципе, король жезлов, он всегда так себя ведет. Будете очень уверены в своих позициях и в своей правоте. А с кем могут быть трения? С кем по поводу чего? Суд. Суд — это возрождение каких-то ситуаций, возможно, из прошлого. Или какие-то могут быть у кого-то к вам претензии в судебном порядке в сфере финансов. Но вы отстоите свои позиции, свои границы и победите соперников. Вот такая информация идет для сферы финансов. Что же у нас для личной жизни? А что скажет личная жизнь? Четверка пентаклей. Стабильность. Стабильность. Что еще в личной жизни может ожидать тех, кто выбрал первый вариант?
Рыцарь кубков перевернутый. Что еще ожидать может в личной жизни? Шестерка пентаклей. Но здесь стабильность, чего-то нового здесь, в принципе, судя по всему, не предвидится. Перевернутый рыцарь, рыцарь кубков и шестерка пентаклей. Снова карта стабильная. Четверка пентаклей — это тоже, скорее всего, что вы останетесь в личной жизни на тех позициях, на которых были. Вы будете вкладывать свое внимание, свои силы и ресурсы в детей, возможно, в семью. Если у кого-то нет в семье, то, возможно, в детей. Здесь карта взаимопомощи, поддержки, активного участия в жизни других. Вам будет о ком заботиться. Что еще в личной жизни может быть? В детей. Здесь больше показывает вложение в детей. Здесь в детей, в семью, в обучение детей. Для тех, кто выбрал первый вариант, личная жизнь раскрывается как вложение в детей, вложение в обучение детей. Иерофант — это обучение. Здесь могут быть траты на обучение, причем обучение может быть такое достаточно серьезное. Это может быть обучение в вузе, обучение в каких-то, если не в высших учебных заведениях, то каких-то, возможно, достаточно серьезных школах. Либо просто дети могут пойти в школу у кого-то. И вы будете заняты детьми и повышением образовательного уровня детей, заниматься образованием. Новые встречи, новые знакомства. Король мечей. Посмотрим, что же у короля мечей будет. Если вы мужчины, то что будет вас ожидать? Или если вы женщина, то что будет? Но здесь какие-то новые встречи, новые знакомства. Здесь расставание мне показывают карты. И королева кубков. Здесь новых встреч и знакомств у вас не предвидится для тех, кто выбрал первый вариант в загаданный вами срок. Так как если вы мужчина и смотрите этот прогноз, то у кого-то из мужчин, возможно, было расставание с женщиной. Женщина, может быть, была просто ваша возлюбленная. Не обязательно здесь жена, здесь больше возлюбленная. Здесь кто-то мог расстаться с женщиной водной стихии. Это могут быть рыбы, раки, скорпионы. Или не обязательно привязываться к стихии. Это могла быть женщина очень чувствительная, интуитивная, романтичная, любвеобильная, нежная, прекрасная, волшебная. По королеве кубков такие проходят обычно энергии. А если вы мужчина, и карта показывает вас, король мечей, вы сейчас, либо вы представитель, можете быть воздушной стихии, это близнецы, весы и водолеи, либо вы сейчас закрыты для новых встреч, новых знакомств, так как недавно могли пережить расставание. Здесь у кого-то могли быть расставания, поэтому люди могут быть просто не настроены на новые встречи. Я подвину карты, чтобы было видно. На новые встречи и новые знакомства. Если женщина смотрит прогноз, то здесь то же самое. Здесь у вас могли быть расставания с мужчиной.
либо воздушной стихией, либо мужчиной таким сдержанным в эмоциях, интеллектуальным, может быть и страстным, но не проявляющим своих страстей и чувств. Такой мужчина очень сдержанный. Что еще на сферу новых встреч, новых знакомств? Что еще? Какие могут быть энергии? Десятка пентаклей перевернутая и рыцарь пентаклей. Но здесь вы не настроены, вы не спешите к новым встречам, знакомствам, так как возможно, что здесь может быть даже кто-то и расстался официально, потому что десятка пентаклей — это карта семьи. Десятка пентаклей. Либо женщина была для кого-то близка настолько, что вы считали ее своей семьей, хотя могли быть не в официальных отношениях. И сейчас вы 100 раз подумаете, прежде чем начать действовать снова, потому что рыцарь пентаклей — это достаточно стабильные энергии, это продумывание каждого своего шага, это неспешные действия, это человек, который не спешит действовать, не спешит знакомиться, не спешит предпринимать какие-то попытки. Он очень медленно и тщательно все обдумывает, взвешивает и только потом действует. А что же касается отдыха и поездок? Что у нас? Пятерка кубков перевернутая выпадает на отдых и поездки. Посмотрим еще отдых, поездки. Есть ли вероятность? Ну, колесо фортуны есть. Загаданный срок и звезда. Очень хорошие карты выпадают. Семерка пентаклей. Но это нужно будет подождать. Это может быть не сейчас, не сиюминутно, смотря какой срок вы загадали. Но звезда — это... Сейчас я объясню эти карты. Здесь кто-то может мечтать поехать на отдых, залечить душевные раны, выйти из состояния депрессии, опустошения, потери. Кто-то, кто выбрал первый вариант, могут быть у вас такие планы, такие мечты и надежды. По колесу фортуны и звезде здесь для вас возможна реализация ваших планов. Колесо фортуны — это поездки за границу, это какие-то кругосветные сейчас вряд ли получится в связи с нашими обстоятельствами, с вирусами и так далее. Но колесо фортуны — это возможные поездки за границу. Звезда — это реализация задуманного, но звезда — это еще карта медленно проигрывающаяся, поэтому это может быть не через неделю, а может быть к концу загаданного вами срока, или даже чуть позже. Но ваша мечта здесь реально сбыться может. И семерка пентаклей — это карта ожидания. Ожидание результатов своих планов, своих надежд, своих вложений. Семерка пентаклей тоже карта медленная, поэтому здесь, возможно, кому-то придется либо чуть-чуть подождать и чуть позже поехать, чем вы загадали, либо к концу загаданного срока. И вы можете по этому поводу переживать, опасаться. Какие-то страхи могут быть, но они будут необоснованные, ничем не подкрепленные. И совет от карт. Совет. Пятерка пентаклей перевернутая. Пятерка говорит о том, пентаклей, еще и перевернутая, что вы вернетесь к стабильности. Это выход из состояния нужды, из состояния опустошения, из состояния, когда чего-то может не хватать как ресурсов, так и физических сил. Может казаться, что вы на мели, вам не хватает энергии, сил, не хватает ресурсов, и вроде бы и денег может не хватать. Но вы выходите из этого состояния в тот срок, который вы загадали, совет. Карты говорят, выходите всячески, вытягивайте себя различными образами, способами из состояния
нужды. В какой сфере это может касаться? Я спрошу сейчас у карт, какой сферы это касается в большей степени. Выход из кризиса, башня перевернутая. Карты вам советуют во что бы то ни стало выйти из состояния нахождения в кризисе. Вот как пятерка пентаклей перевернута, это карта выхода из кризиса. И башня — это выход из кризиса. То есть здесь фактически карты говорят об одном и том же, но только это младший аркан, а это старший аркан. Старший аркан, башня перевернутая, это выход из кризиса с дальнейшей трансформацией. То есть человек, выходя из такого кризиса, он уже не остается прежним. Он меняется, и меняется очень сильно, иногда даже кардинально, иногда оставляя в прошлом весь ненужный лишний груз, багаж, который... Багаж не в позитивном смысле, а в негативном. Весь накопленный какой-то негативный опыт, какие-то уже не работающие шаблоны, какие-то тормозящие вас установки, какие-то страхи. Мы много блокировок нарабатываем в процессе жизни, чаще всего неосознанно. И вот как раз карты вам советуют выходить из кризиса, освобождаясь от всего ненужного. Какой сферы это может касаться в большей мере? Какой сферы? Это может быть и сфера работы, паж жезлов, и сфера, где вы могли... Это может касаться, кстати, любой сферы. Это боязнь начинать заново. Паж жезлов — это энергия, это наш энергетический потенциал, это то, что движет нами, то, что нами движет, и мы готовы творить, мы готовы любить, мы готовы порхать, мы готовы начинать что-то новое, у нас есть для этого желание, вот импульс. И здесь касается как раз, может быть, того, что этот импульс у вас мог угаснуть. И это нормально, потому что, проходя через кризисные ситуации, нужно какое-то время для того, чтобы восстановиться. Также здесь и в вопросе отдыха карты показывали то же самое, что у кого-то есть мечта поехать на отдых для того, чтобы перезагрузиться после выхода из депрессии, опустошения, состояния отчаяния, состояния потери. Вот такие советы. Я думаю, в принципе, что я доступно, понятно, насколько смогла, объяснила все, что увидела, почувствовала, и все, что рассказали карты. Благодарю вас за внимание. Первый вариант. Те, кто выбрали первый вариант. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк. Для меня это будет приятный бонус, сюрприз. Буду рада. А я желаю вам удачи. И мы переходим ко второму варианту. Итак, смотрим, что же, какие у нас будут карты. Сфера работы. Королева мечей, перевернутая. Королева мечей, перевернутая в сфере работы, говорит о том, что вы будете или слишком требовательны, можете быть слишком критичны, самокритичны, можете жестко отсекать все отвлекающие факторы, все, что вам мешает, сконцентрировавшись только на работе, и чувства, и какие-то личностные взаимоотношения, и какие-то, может быть, даже предложения. Вы будете закрыты и сконцентрированы на работе. Или еще может касаться того, что у вас, эта карта еще может касаться того, что у вас в сфере работы могут быть какие-то проблемы с документами, какие-то проверки. Может быть и такое.
какие-то столкновения с законодательной, исполнительной властью и так далее. Какие-то трения могут быть. Сейчас мы уточним. Итак, для второго варианта. Сфера работы. О чем она может говорить еще нам? Что может быть в сфере работы для тех, кто выбрал второй вариант? Отличная карта. Туз Пентаклей. Просто супер. Королева Пентаклей перевернутая. Паж Пентаклей у вас в сфере работы. И король кубков. В сфере работы у вас могут быть очень хорошие предложения, внезапно появившиеся в вашей жизни. Туз Пентаклей — это хорошие предложения, это интересные какие-то заманчивые могут быть очень предложения. Это ситуация выигрыша, успеха, счастливого стечения обстоятельств. Туз Пентаклей — это подарок судьбы, подарок небес. То есть это какой-то бонус, главное его не пропустить. Или это могут быть в сфере работы еще какие-то вложения. Вложения могут касаться вы можете здесь работать как на себя. Королева Пентаклей здесь, в принципе, хозяйка положения, хозяйка ситуации. Может быть, у вас какой-то есть свой бизнес. Но здесь еще в сфере работы могут быть какие-то траты. Король кубков перевернутый. Здесь может зависеть еще ваша сфера работы. Как от мужчины, если смотрят женщины, так и от женщины, королева мечей, если смотрят мужчины. И у вас здесь могут быть немножечко в сфере работы какие-то, и еще у нас есть королева Пентаклей. Здесь несколько действующих лиц в сфере работы. Либо вы работаете в какой-то компании, где постоянно с кем-то пересекаетесь, в какой-то фирме, возможно. Но здесь вы работаете вряд ли на себя. Здесь вы можете зависеть, если вы женщина, то от мужчины, я уже говорила. Либо мужчина может работать в какой-то фирме, компании, где женщина, начальница, королева мечей, она может быть очень строгой, очень требовательной и такой непреклонной в вопросах, касающихся исполнения документации, правильного заполнения всего, отчетности. Что еще может быть в сфере работы? Но здесь какие-то могут быть у вас, мне так кажется, трения, потому что карты перевернутые. Либо трения из-за денег, из-за вот этого вот интересного предложения, выигрыша, подарка судьбы и так далее. Либо здесь в сфере работы, возможно, вам придется решать с какими-то структурами вопросы и при помощи денег решать. Так, что еще на сферу работы? Я дотяну совет, потому что здесь очень много действующих лиц. Работа, совет. Рыцарь мечей перевернутый. Советуют не конфликтовать, потому что собирать информацию. Рыцарь мечей перевернутый, он может быть как гиперактивным, быстрым, мобильным и так далее, может быть даже очень агрессивным, конфликтным, дерзким, язвительным. Также он может быть и в перевернутом виде слабые стороны показывать в качестве бездействия. Но здесь я думаю, что все-таки рыцарь мечей говорит о том, чтобы не конфликтовали вы, потому что королева мечей перевернута, это может быть конфликт. И здесь конфликта лучше избегать. Сфера финансов.
что у нас выпало в сфере финансов. У вас точно будет выигрыш. Как у меня в колоде оказался это второй туз пентаклей, я только сейчас поняла. У меня было еще несколько дополнительных карт из этой колоды, и они лежали совершенно вообще в другом месте, они у меня отдельно были. И вот каким-то непонятным, чудесным образом этот туз пентаклей попал ко мне в колоду. Те, кто выбрали второй вариант, у вас какой-то точно будет интересный выигрыш, предложение, какие-то счастливые стечения обстоятельств. Я даже не буду его убирать. Пусть так и будет, пусть вам повезет. Я сначала думала, что мне показалось. Видите, два туза пентаклей оказалось в одной колоде. Но это просто, это подарок судьбы. Это подарок небес, это счастливое стечение обстоятельств, это просто, это подарок высших сил, не знаю, как еще сказать. Я так воспринимаю такие ситуации. И в сфере работы, и в сфере финансов у вас выпадает, как бы невероятно это ни звучало, туз пентаклей тоже, два туза пентаклей. Я желаю вам удачи, дорогие зрители, подписчики и гости моего канала, кто выбрал второй вариант. Видите, как бывает. Бывает даже два туза пентаклей в одной колоде. И такое бывает. Говорят, чудес не бывает. Итак, сфера финансов. Кроме туза пентаклей, что еще у нас здесь может быть? Звезда. Отличная карта. Реализация мечты в сфере финансов, достижение цели, результата, мечты, реализация ваших каких-то, может быть, уже давних планов, надежд, чаяний, мечтаний. Но эта карта достаточно медленная. Это не говорит о том, что сиюминутно реализуются ваши мечты в сфере финансов. Здесь главное, вот как счастливый случай, не пропустить какой-то случай счастливый, действительно какой-то подарок небес, подарок судьбы, какой-то бонус, выигрыш, я не знаю, что здесь еще может быть. Интересное предложение. Это может, в зависимости от того, какой срок вы определили, это может к концу, может быть, срока реализоваться по звезде. Но это реализация мечты, это очень светлая, хорошая карта, старший аркан. Что еще в сфере финансов мы можем ожидать для тех, кто выбрал второй вариант? Тройка жезлов. Простраивание дальнейших стратегий, направления выбранного. Видите, как здесь тщательно человек исследует горизонты, смотрит, выбирает направление. Направление освещает себе путь. Вот. И светильники включил, и подзорную трубу приобрел. И все средства используют для того, чтобы правильно просчитать стратегию дальнейшего развития финансовой сферы. Что еще в сфере финансов? Здесь, возможно, по этой карте еще тройка жезлов. Здесь, возможно, очень хорошо будет развиваться продажи, торговля у тех, кто занимается продажами, сферой торговли и так далее. Это могут быть товары, которые уезжают куда-то за границу, за рубеж, пересекают границу. Здесь могут быть поездки, командировки за рубеж для того, чтобы наладить финансовую сферу. И завершение либо ваших внутренних каких-то терзаний, сомнений, какой-то внутренней смуты, либо здесь завершение борьбы с конкурентами, когда вы определитесь четко, что и как вам делать. Здесь завершится ваша борьба. Что еще в сфере финансов? Завершится борьба и завершатся переживания по поводу каких-то потерь.
Но здесь больше потери не материальные, а какие-то эмоциональные больше. Чем-то могли быть расстроены. Дотяну еще одну карту. Здесь могли быть какие-то потери, связанные с заработанными деньгами или вложения. Может быть, вас немного огорчили. Может быть, вложение заработанных денег вам казалось, что может не казалось, а может казаться или казалось ранее, что вы потеряли больше, чем приобрели по 5 кубков перевернутой. Но вы здесь потом начнете понимать, что не так все плохо, как вам казалось. Здесь будет выход из состояния такого разочарования, опустошения, и вы поймете, что не так велики потери, как вы на них среагировали. Вот так вот. Вот такая здесь информация. Что же в личной жизни может быть для тех, кто выбрал первый вариант? Перевернутая императрица. Еще дотянем. Второй вариант. Личная жизнь. Личная жизнь для второго варианта. Личная жизнь. Рыцарь пентаклей. 5 пентаклей перевернутая. Но в личной жизни здесь у кого-то будет восстановление, возможно, после выхода из отношений, перевернутая императрица. Вы будете обдумывать свои дальнейшие действия, дальнейшую жизнь. Не будете спешить действовать. Здесь ничего нового, в принципе, происходить не будет. И, может, будете восстанавливаться после ощущения, возможно, после выхода из отношений могло быть у кого-то ощущение кризиса, ощущение каких-то потерь, лишений, ощущение, что не хватает ни сил, ни энергии, ни желания как-то жить и действовать дальше. То есть здесь какой-то реабилитационный мог у кого-то быть период восстановительный в личной жизни. Но по перевернутой 5 пентаклей здесь люди уже начнут оправляться после какой-то ситуации, у кого она была неприятная, уходов, разводов и так далее. Здесь выход из кризиса. В принципе, ничего нового в загаданный срок не будет. Будете еще анализировать ситуацию, обдумывать, искать какие-то новые пути, новую информацию для себя, какие-то новые варианты в личной жизни, возможно, для того, чтобы как-то себя переключить. Здесь кто-то может пойти куда-то обучаться, изучать что-то новое, увлечься чем-то, какой-то новой сферой деятельности. Или будете думать, собирать информацию. Здесь могут люди собирать различного рода информацию. Кто-то даже, в принципе, здесь может еще и следить за бывшими. Может быть и такое, но я думаю, что здесь все-таки человек после выхода из каких-то отношений может просто стараться переключиться, желательно переключиться на что-то новое. Здесь может быть новое обучение. Или в личной жизни еще, возможно, что вы будете заниматься детьми. Потому что перевернутый шут и паж мечей – это дети. И перевернутая 5 пентаклей и рыцарь пентаклей, здесь вы можете вкладываться в детей. Вот личная жизнь ваша может быть задействована на заботе о детях. Как бы можете заниматься больше этим. Новые встречи, новые знакомства. Луна. Луна говорит о том, что здесь может быть много страхов теперь после выходов из кризисов и так далее, расставаний. Новые встречи, новые знакомства, если и будут, то будут тайные, любовные, тайные, не афишируемые. По Луне обычно проходят отношения, которые люди не хотят афишировать.
скрывают, так как люди могут быть несвободными, либо кто-то один из партнеров. И поэтому Луна часто показывает любовные тайные отношения, либо здесь у вас может быть много страхов после пережитых отношений, страхов новых отношений. Может быть и такое. Я дотяну еще карты, и мы посмотрим. Девятка пентаклей перевернутая. Суд. Новые встречи, новые знакомства. Но здесь королева жезлов. У вас здесь могут быть встречи и знакомства, но они не новые могут быть. Они могут быть давно забытые старые. Потому что суд и перевернутые влюбленные — это могут быть люди, с которыми вы когда-то разошлись ваши пути, могли разойтись ваши пути, и вы снова можете встретиться. Если мужчина смотрит этот прогноз, то мужчина может встречаться со свободной женщиной, девятка пентаклей, независимой, самодостаточной, очень красивой, очень притягательной, такой женщиной, мимо которой сложно пройти, не обратив на нее внимания. И вот здесь у нас тоже выпадает королева жезлов. Это, видите, какая красавица. Здесь такая женщина, которая не оставляет равнодушными мужчин. Эта женщина, она как огонь, она притягательная, сексуальная, яркая, энергичная, красивая, запоминающаяся. Вот с такой женщиной у вас могут быть новые встречи, новые знакомства. Но еще эта женщина может быть из вашего прошлого, потому что здесь у нас еще фигурирует старший аркан суд. А суд — это возобновление старых каких-то связей, где, возможно, были расставания. Может быть, вы уже встречались с этой женщиной, ваши пути могут сойтись снова. Если женщина смотрит прогноз, то здесь у вас будут встречи с человеком из какого-то, скорее всего, вашего прошлого. Возможно, даже с бывшим кем-то вы начнете встречаться, бывшим партнером или бывшим возлюбленным. По Луне это может быть ваш бывший возлюбленный. По старшему аркану суд и перевернутым влюбленным это может быть ваш бывший муж, бывший официальный муж. Может быть, у кого-то и гражданский, но здесь больше как официальный. В общем, вот такие карты выпадают на личную жизнь. И мы еще посмотрим на новые встречи, новые знакомства, простите. И мы еще посмотрим отдых, поездки. Отдых, поездки. Здесь может быть отдых с семьей, отдых на природе, за городом, на даче. Где-то, где вам будет очень хорошо, комфортно, весело, где может быть большая компания. Отдых здесь может быть, знаете, в виде чего? В виде какого-то фуршета, банкета на природе, в виде какого-то, здесь вы можете быть приглашены на свадьбу, на день рождения, на крестины, на какой-то юбилей, торжество. Здесь очень хорошая карта, где собирается либо очень много родственников, либо вся семья. И очень хороший у нее энергетический посыл такой, знаете, радости, стабильности, когда людям хорошо вместе. И это и есть отдых. Это отдых, восстановление, наполнение, но с близкими людьми, на каком-то празднике. Что еще? У нас выпадает на отдых, поездки. Я хотела бы посмотреть, может, у кого-то возможны поездки.
Жрица. Это у нас что у нас? 7 мечей. Что-то тайное станет явным для вас, касающееся либо торжества вот этого. Могут быть какие-то, кстати, тайные здесь манипуляции, о которых вы узнаете. Что еще на отдых поездки у нас выпадет? Отдых поездки для второго варианта. Отдых поездки. Перевернутое солнце. Отдых поездки. И 10 кубков. Здесь отдых, здесь поездок как таковых я не вижу. Поездок на отдых. Здесь могут быть просто, вот как я и говорила в начале, отдых с родными, близкими, отдых со своей семьей. Не обязательно, что с мужем. Если вы одиноки, вы можете отдыхать с родными, близкими, родителями, со всеми своими родственниками собраться, потому что 10 кубков — это карта семьи, это карта наших родных, родителей, близких, детей, родственников. Здесь также выпадает карта солнца перевернутого. Перевернутое солнце, оно также, в принципе, хорошо, как хорошие у него энергии, как и у прямого. Единственное, что оно может говорить о каком-то таком, знаете, эгоистичном подходе. То есть какой здесь может быть нюанс на отдыхе или поездке? Здесь может быть какая-то, знаете, у кого-то хитрость, какая-то такая тайная, в личных каких-то манипулятивных целях. Здесь кто-то может что-то пытаться как-то с вами общаться, но вы это увидите, для вас это станет явным, и в принципе здесь никакого вреда вам не принесет. Просто, может быть, будьте более внимательными на отдыхе. Жрица — это еще тайные какие-то на отдыхе, тайные какие-то интриги могут быть. Жрица и 7, не только жрица, а вот в связке жрица и 7 мечей перевернутая — это карта какой-то хитрости, но тайной. Но она станет явной, возможно, не сразу, потому что солнце перевернутое, этой ясности не будет у вас. В какой-то момент вы об этом можете сразу не догадаться. Но отдых будет, отдых вот такой вот семейный. И совет. Совет. 8 кубков. Это карта ухода, не оглядываясь, так она называется обычно. 8 кубков — это уход оттуда, где вам, возможно, было тяжело. Уход с тяжелым сердцем, не оглядываясь назад. Уход во что бы то ни стало, потому что не хочется больше так дальше продолжать. Но именно в этой прорисовке и колоде эта карта очень интересная. Здесь человек не уходит в никуда. Здесь он сначала просчитывает для себя, вот видите, сколько формул, расчетов, вариантов, перспектив. Здесь человек сначала для себя просчитывает различные варианты, перспективы, дальнейшие возможности. И только потом уходит, не оглядываясь, но он уже уходит не в никуда. Он уходит с дальнейшим как бы планом уже разработанным. Что еще на совет? То есть карта говорит, если вам некомфортно там, где вы находитесь, просчитайте для себя все возможные варианты, возможности, перспективы и уходите во что-то новое. Какой еще здесь совет? Смерть. Ну вот то же самое, видите? Смерть. То, что то, что как бы уже умерло, оно должно остаться там в прошлом. Видите, здесь человек стоит вот на могиле, и все, что у него было, оно осталось в прошлом. Смерть очень редко показывает смерть буквально. Это карта трансформации. Это карта... Здесь, кстати, очень красиво изобразили смерть. На коне, на лошади. Такая женщина красивая.
Смерть здесь говорит о том, что все, что уже для вас стало неактуальным в каком плане? Не приносит вам радости, не приносит вам счастья, потому что кубки — это наша эмоциональная наполненность, это наша радость, это счастье, это любовь, это наполненность чувствами. И когда человек счастлив, девятка кубков, вот там человек счастлив. Но там он одинок, ему в принципе никто не нужен. А в восьмерке кубков человек несчастлив. И все то, что делает вас несчастным, нужно оставить в прошлом. Вот об этом говорит карта смерть. Карта смерти — это трансформация, после которой человек не остается прежним. Он уже не может просто быть прежним, потому что он выходит после этого аркана, после этой трансформации совершенно другим. Он выходит из нее без груза прошлого, без того, что его тормозило, не давало ему двигаться дальше в радость, в счастье. Здесь нужно оставить и какие-то страхи, и сомнения, и внутренние блоки, и прошлые обиды. Здесь очень сильная трансформация. Это карта совет для вас. Ну что ж, вот такие у нас выпали варианты перспективы развития событий. Для второго варианта, как вы знаете, все равно только мы принимаем решение, и только мы видим, готовы ли мы к трансформации или еще нет. Готовы ли мы оставить все то, что когда-то было дорого и значимо для нас, а сейчас, кроме тяжелого груза, никаких других ощущений не приносит? Готовы ли мы это оставить? Каждый определяет для себя сам и становится готов только тогда, когда он внутренне к этому становится готов, когда готов двигаться дальше, когда он осознает это всей силой своей души. Ну что ж, я желаю вам удачи, дорогие подписчики, зрители и случайные гости моего канала, те, кто выбрал второй вариант. Вы не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Для меня это будет приятным бонусом. И мы переходим к третьему варианту. Третий вариант. Работа. Ох, работа. В третьем варианте у кого-то одна закончится и начнется что-то другое, скорее всего. Потому что здесь по десятке мечей завершение. Либо кто-то завершит какой-то проект, какой-то, может быть, очень длительный проект, который у вас мог забирать все ваше внимание, силы, всю вашу энергию. Здесь он будет завершен. Посмотрим, что же здесь, о чем говорит эта десятка мечей в сфере работы. Сфера работы для третьего варианта. Третий вариант, вот мы кладем сюда наш камушек. Третий вариант, сфера работы. Камушек мне мешает. Так, третий вариант, сфера работы. Снова мечи. Здесь кто-то будет отсекать, скорее всего, что-то захочет оставить в прошлом, какую-то работу. И очень жестко, безэмоционально, безапелляционно, возможно, отсекая все эмоции, все чувства, вы здесь захотите завершить что-то, что-то оставить в прошлом. Работа. Третий вариант. Работа. Карта иллюзий. Паж мечей. Работа. Да, здесь завершение. Видите, завершение с двух сторон. Десятка мечей, завершение. И мир — это завершение. И выход на новый уровень. Это не просто завершение. Здесь кто-то завершит, оставит в прошлом что-то, причем достаточно однозначно примите решение, отсекая все иллюзии,
все какие-то вариации, возможно, вам предлагаемые, вы не будете их рассматривать, но будете исследовать пространство интернета, искать информацию везде, где только сможете, общаться много, контактировать, активно действовать, активно вести какие-то переговоры, смс, переписка, договора. Можете искать какие-то новые пути достижения результата, мониторить все, что касается необходимой вам информации в интернете, собирать информацию, паш мечей, возможно, даже за кем-то следить. Но для того, чтобы собрать всю необходимую для себя базу, чтобы выйти вот на совершенно новый уровень, старший аркан мир. То есть вы из десятки в мечей захотите, и у вас получится перейти сразу в старший аркан мир. Мир — это достижение целостности, это достижение успеха, достижение результата. Причем результата очень, очень серьезного. Здесь кто-то даже сможет заключить договора. Паж мечей — это еще и заключение общения в интернете, ведение переговоров, возможно, с иностранцами. Кто-то здесь будет вести, кто-то здесь будет вести переговоры с иностранными какими-то фирмами, компаниями, менеджерами и так далее, для того, чтобы выйти на новый, либо мировой уровень, либо устроиться в компанию с мировым именем. Так как людей много, здесь может быть много вариантов. Я даже не смогу все озвучить, потому что это общий прогноз. Карта мира — это мировой рынок, это сфера интернета. Возможно, здесь кто-то перейдет работать в интернет в связи с теперешними нашими ограничениями и обстоятельствами во всем мире. Может быть, кто-то будет работать в сфере интернета и переведет свою деятельность полностью в интернет. Вот такая информация идет для сферы работы. Посмотрим, что же для третьего варианта в сфере финансов у нас выпала двойка пентаклей. Будете сочетать, скорее всего, два варианта, два направления, две работы, либо заниматься документами, собирать документацию. Это может быть работа, связанная с бумагами, сочетание каких-то двух направлений. Будете быстрыми, кстати. Двойка пентаклей — это карта достаточно мобильного человека, умеющего быстро реагировать, удерживать баланс между чем-то и чем-то, хорошо сочетать различные направления. Что еще в сфере финансов? Пятерка пентаклей, перевернутая. Сфера финансов, сила. Это пустая карта, но со старшим арканом сила. То есть здесь карта говорит о том, что много сил у вас может забирать информация, сфера финансов, но эта информация еще в пространстве и времени, возможно, не очень простроена, а и от вас будет в большей степени зависеть. Вот снова карта выбора направления. В сфере финансов вы будете активно выбирать правильное направление среди двух направлений каких-то. Потому что двойка пентаклей — это совмещение двух видов деятельности, может быть, я уже говорила. А двойка жезлов — это выбор правильного направления между из двух направлений. Вы будете думать, определяться, в какую же все-таки сферу вложиться, например, какое направление выбрать, каким горизонтом двигаться и так далее, и так далее. Рыцарь пентаклей говорит о хорошем, стабильном доходе в сфере финансов, о выходе из кризиса, говорит пятерка пентаклей перевернутая, но вам нужно будет приложить усилия для того, чтобы удержать баланс, совмещая два вида деятельности, выйти из кризиса. Это у вас может
забрать много сил, ресурсов. И на то, чтобы определиться с направлением деятельности. Рыцарь Пентаклей — это неспешные действия, это стабильный, хороший доход, это обдумывание каждого своего шага, анализ. Это обычно эта карта говорит о том, что люди в сфере финансов не спешат не вкладываться, не тратить деньги, не спешат действовать. Они все хорошо, тщательно подвергают анализу, считают каждую копеечку, очень тщательно относятся к деньгам, очень щепетильно, можно сказать. Здесь никакая копеечка никуда мимо кассы не уйдет. Но зато здесь хороший стабильный доход, если вы вот эти условия соблюдать будете. Совет. Хотела совет на сферу финансов достать еще совет. Восьмерка кубков, восьмерка кубков. Восьмерка кубков тоже здесь, видите, сколько подсчетов, просчетов, формул, многовариативность, развитие событий, многоходовочки здесь человек просчитывает, прежде чем уйти во что-то, оставив позади все. Но здесь больше касается сферы чувств. Здесь касается того, что если финансы или сфера финансов вас не удовлетворяет, вы чем-то недовольны, прежде чем уйти во что-то новое для себя или выбрать направление новое, которое вы мало знаете, очень хорошо все тщательно просчитываете, чтобы не уходить в никуда. То есть, если уже куда-то и уходить, то знать, куда вы идете в сфере финансов. Личная жизнь. Справедливость. Правосудие. У кого-то могут быть какие-то в личной жизни официальные появиться отношения. Кто-то может здесь выйти замуж, жениться. Очень интересная здесь справедливость с арканами Таро. В одной руке арканы Таро, а в другой меча нет. Здесь на весах какие-то конфетки. Здесь более мягкая справедливость. Перышко на одной чаше весов, а на другой не сердце, а что-то другое. Не так строго, как в других вариантах, в других колодах. Итак, личная жизнь. Личная жизнь для тех, кто выбрал третий вариант. О чем эта справедливость нам говорит? Король жезлов. Девятка жезлов перевернутая. Сила. И перевернутая императрица. Нет здесь, скорее всего, что будут выходы из отношений. Если вы мужчина, огненной стихии, Овен, Лев, Стрелец, но не обязательно огненный, если вы мужчина, страстный, яркий представитель мужского населения, любящий какие-то яркие эмоциональные приключения, встречи, свидания, соблазны, искушения, соблазнения и так далее. Вот если вы такой мужчина, то у вас возможно расставание, официальное расставание, правосудие и перевернутая императрица, возможен выход из отношений. Из отношений, которые были для вас очень весомыми, очень такими, знаете, значимыми. Старший аркан сила — это отношения, которые вас могли наполнять, зажигать, наполнять страстями.
могли вас просто, знаете, по старшему аркану сила, отношения людей держат настолько сильно, люди переполненные чувствами, страстями, эмоциями. Но здесь возможно, что выход может у кого-то быть, кто выбрал третий вариант из таких отношений. Если вы женщины и смотрите этот прогноз, то здесь у вас возможно расставание с мужчиной, таким, как я описывала. И причина может быть больше в мужчине. Хотя вы для мужчины очень притягательная, очень такая значимая женщина. Какая причина? Причина расставания, причина. Туз пентаклей. Еще причина. Причина. Причина может заключаться в самой семье. Может быть, мужчина увидел счастливый шанс создать другую семью. Не знаю. Сложно понять мужчину, для которого женщина представительница таких сильных энергий, и почему мужчина может расстаться. Шанс, но не новые знакомства, а шанс семьи. Шанс создания семьи. Не могу понять, знаете. Может быть, шанс создания другой семьи. Иногда трудно понять действия наши же. Какой совет на личную жизнь? Совет. Шестерка кубков. Это встречи, возможные встречи. Я теперь, кажется, понимаю, о чем это может быть. Это люди из прошлого. Могут появиться в вашей жизни люди из прошлого, которых вы могли 20 лет не видеть. И больше, или меньше, но очень давно. Это могут быть друзья детства, одноклассники, однокурсники, бывшие возлюбленные, бывшие жены, мужья, бывшие друзья, с которыми вы могли быть просто друзьями. Они могут появиться в вашей жизни вот с таким букетиком, и могут завязаться совершенно новые отношения. И также и здесь, видите, карты показали, они показали четко, но я просто только сейчас понимаю, что они показали. Туз пентаклей, новый шанс, новая возможность. Ни новой встречи, ни нового знакомства. Вот я говорила, новых знакомств здесь нет, но шанс создания семьи. И семьи, в которой люди очень комфортно себя ощущают, где люди ощущают себя наполненными, где душевное тепло, комфорт и, вы знаете, как родственные души. Здесь может быть семья богата вот именно эмоциональной наполненностью такой. И здесь кубки тоже. Здесь может быть выход из официальных отношений в связи с кем-то появившимся внезапно, вот как счастливый шанс, не новый, давно забытый, старый. Кто-то может появиться и перевернуть вашу жизнь. Так, новые встречи, новые знакомства у нас. Следующий момент, который я хотела посмотреть. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов — это новые встречи, романтические приключения. Это
Даже, может, не новые встречи, а свидания, страсти, поездки, знакомства, да, могут быть. Что еще в новых встречах, новых знакомствах? Но они могут вас разочаровать. Смотрите, будьте внимательны. Новые встречи, новые знакомства для третьего варианта. Шестерка мечей перевернутая. Новые встречи, новые знакомства. Третий вариант. Новые встречи. Что еще нам карты скажут? И шестерка жезлов. Новые встречи, новые знакомства. Здесь будут какие-то встречи, может быть, знакомства, но которые могут вас ранить, могут вас расстроить. В связи с тем, что перспектив дальнейшего движения можете не увидеть в выбранном, загаданном направлении. Но взаимодействие у вас все равно будет продолжаться. Шестерка пентаклей — это карта взаимопомощи, взаимного гармоничного энергообмена. То есть что-то вы отдаете, что-то вам человек отдает. Могут быть новые встречи с какими-то разочарованиями, да. Но в принципе эти новые встречи могут принести вам уверенность в себе. Уверенность в себе. Шестерка жезлов. Карта победителя, достигшего определенного результата. Могут поднять вашу самооценку, хоть здесь и могут быть какие-то разочарования, но вы можете почувствовать, что этот человек вас гармонично дополняет, что он готов делиться своим ресурсом, готов не только получать от вас, но готов и вкладываться в вас тоже. И поддерживать как может, чем может. Кто-то кого-то материально поддерживает, кто-то духовно, кто-то душевно, кто-то готов в ущерб себе, кто-то готов в ущерб своим каким-то желаниям и предпочтениям сделать что-то для другого, для того, чтобы другой почувствовал его заботу, чтобы другой почувствовал его поддержку, его тепло, его внимание. И здесь будет карта взаимопомощи, карта энергообмена гармоничного. И это вас, знаете, как вот превознесет. Либо в собственных глазах, либо в глазах окружающих. Вы поймете, что вас ценят, вас любят. И что вы можете быть завоевателем сердец. Больше как-то информация для мужчин идет. Если вы женщина и смотрите этот прогноз, то здесь у вас может быть знакомство с таким человеком огненной стихии. Здесь две карты жезлов. Страстным, эмоциональным. И здесь у нас король жезлов, видите, тоже герой-любовник такой. Страстный, активный джентльмен, любящий женское внимание, любящий собирать женские сердца, любящий производить впечатление, вот как здесь, быть на коне, либо в каком-то таком ярком автомобиле, заехать так, чтобы его все увидели, какой он яркий, импозантный и сексуальный. Здесь такие представители больше фигурируют по жезлам. Вот, так что здесь будут и новые встречи, и новые знакомства. Это поднимет вашу самооценку, уверенность в себе и общий ваш тонус и желание достигать новых высот. Так, отдых, поездки у нас еще. Да, здесь, конечно же, девятка кубков. Может быть, не отдых и не поездки, но пир горой. Веселье, радость жизни, праздник, счастье, человек счастлив. Отдых, поездки. Что нам скажут карты на вопрос отдых, поездки для третьего варианта? Мне так нравятся эти две карты в сочетании. Вот еще лучше, когда вот так.
Вчера была любовь еще, а сегодня жуткое похмелье. Вот как-то так. Здесь какой-то праздник, вечеринка, вино, шампанское льется рекой, все хорошо. А здесь уже ничего не надо. Здесь либо похмелье у человека действительно после праздника может быть на отдыхе, в поездках, в командировках и выход из состояния удрученного такого, знаете, когда голова болит на следующий день. Вот, что-то такое. Ой, мне уже смешно, извините. Под конец расклада. Такое ощущение, что карты шутят. Отдых, поездки. Так, отдых, поездки для третьего варианта. Будет ли отдых и поездки? Отдых будет, а поездки? А поездок придется ожидать дольше того срока, что вы загадали. Потому что здесь рыцарь мечей, он обычно никуда не едет. Либо он едет, но слишком нервно и не на отдых, а по каким-то выяснениям отношений. Итак, что здесь у нас на отдых и поездки? Здесь вы, может быть, без поездок будете и здесь хорошо отдыхать. Вот кто где находится, можете что-то праздновать, приглашенными быть на какие-то мероприятия, вечеринки, тусовки. Вам будет весело, хорошо. Ну, потом может быть, конечно, такое, знаете, как постапокалипсис после вечеринки. Это тоже бывает нормально, смотря кто что отмечает. Рыцарь мечей перевернутый. Здесь могут отложиться поездки, знаете, с чем? Рыцарь мечей очень часто показывает карту вирусов, особенно вот этих всех коронавирусов и так далее. Поэтому здесь отдыха и поездок, возможно, у вас не будет, но будет но будет активное сотрудничество с кем-то, взаимовыгодное, где вам будет хорошо, интересно и так далее, потому что будете над какими-то новыми проектами работать. Это и будет для кого-то отдыхом, кто-то, может быть, творчеством займется, потому что карта Тройка Пентаклей — это карта, говорящая о том, что здесь люди занимаются чем-то общим, и им вместе очень хорошо, комфортно. Они работают над общим делом, в общих каких-то, как сказать, здесь люди работают над каким-то общим проектом, и каждый знает свою роль и функцию в этом проекте. Возможно, у кого-то может быть это творческий проект, который будет вам приносить радость, он и будет служить для вас отдыхом. То есть кто-то здесь от работы может отдыхать, занимаясь каким-то творчеством, не знаю, картины писать, дизайном заниматься, еще каким-то творчеством. И вы потом будете ожидать, что же у вас получится, какой же будет результат. И это будет вас наполнять и радовать. Здесь хорошие карты, но отдых где-то вот среди соратников, вас понимающих. Вот так. А кто-то будет заниматься, отдыхая, заниматься каким-то проектом и получать удовольствие, ждать результатов своего труда. Либо это еще может касаться ожидания отдыха. Семерка Пентаклей — это ожидание. То есть я задавала вопрос об отдыхе и поездках. Может быть, но не сейчас, не в загаданный срок. Нужно будет подождать. И совет. Восьмерка мечей. Восьмерка мечей — это вообще-то карта внутренних каких-то ограничений. Больше внутренних, чем внешних. Карта наших каких-то страхов, какой-то неуверенности, каких-то блоков, каких-то таких, знаете, больше внутренней скованности, чем скованности внешними обстоятельствами. Как совет, я дотяну к ней еще одну карту, о чем она говорит. Она говорит о том, что не спешите действовать, чтобы не оказаться в дураках. Вот она об этом говорит.
чтобы глупо не выглядеть в какой-то ситуации, чтобы не чувствовать себя потом в образе шута, чтобы не сглупить где-то. Не спешите действовать. Что еще она говорит о чем? В сфере чувств. В сфере чувств не спешите. Не спешите, чтобы не сглупить. Хорошо все обдумывайте, анализируйте. Мечи — это наш анализ. Ну вот такой вот у нас получился прогноз для трех вариантов. Вот такой для третьего варианта получился у нас интересный прогноз. Ну что ж, я благодарю вас за внимание. Третий вариант. Если вам понравился этот прогноз, если вы что-то интересное для себя услышали, не забывайте ставить лайк. Это будет небольшим для меня бонусом, и мне будет приятно. Благодарю вас за просмотр. Пусть у вас будет все только самое хорошее. Я желаю всем удачи, любви, счастья и всех благ. Пока-пока.